это отдельная тема. Всем привет! Сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие в княжество Андорра. Андорра – это независимое государство, которое находится между Францией и Испанией в Восточных Пиренеях. Чем можно заняться в Андорре? Зимой это прекрасный горнолыжный курорт, куда съезжаются со всего мира лыжники. Летом это прекрасное место для хайкинга, для того, чтобы погулять по горам, спрятаться от летней жары, покупаться в термальных источниках, побродить по магазинам. И, в принципе, пару дней провести в Андорре очень даже неплохо, чем я и собираюсь заняться. Добраться можно на машине, примерно дорога займет у вас 3 часа. И по дороге интересно останавливаться в разных симпатичных местах, потому что Каталония – это очень красивое место. Это, можно сказать, практически южная Шотландия. Ну что, ребят, погнали! Дорога в Андорру пролегает через разные симпатичные каталонские городочки. Каталонские городочки – это отдельная тема. И чтобы не утомлять себя трехчасовым путешествием, можно остановиться в каком-нибудь городе. Мы решили остановиться в Берге, погулять немножко и покушать. А местная кухня – это вообще умопомрачительная вещь. Пиментос де падрон, перчики – это национальная особенность Испании, но в каждом месте их готовят по-разному. Здесь это тартар с томатами и пататас бравос. Посмотрите, здесь вот целая картошечка. Это тоже национальная особенность Испании. Здесь она готовится вот так, в этом месте. То есть очень интересно, когда путешествуешь. Прекрасные виды и горные пейзажи будут вас сопровождать всю дорогу, пока вы путешествуете по Андорре, но также и при подъезде к Андорре. Добраться вы можете по скоростному шоссе, но также свернуть на небольшие маленькие дорожки, чтобы насладиться еще более красивыми видами. Так как Андорра сильно гористая местность с узкими долинами, горы высокие, практически все города располагаются вдоль трасс. То есть специфическое устройство городов, и практически везде приходится идти вдоль дороги, чтобы добраться от одного места до другого. А это мой номер в отеле «Три звезды». Отель расположен очень удобно рядом с горнолыжными спусками. И стоимость номера летом 106 евро за ночь. В номере есть все необходимое. Можно попить чай. Завтрак в трехзвездном отеле, в котором мы остановились. В принципе, достаточно разнообразен. И открывается прекрасный вид из окна.
Андорра, конечно, потрясающее место для занятий спортом. Также здесь можно хорошо пошопиться, потому что, это зона беспошлиной торговли. И многие товары, которые можно купить в других странах, здесь можно приобрести гораздо дешевле, возможно, даже на 30%. Официальным языком Андорры считается каталанский, хотя жители одинаково хорошо говорят на испанском и на французском языках. Летом здесь часто проводятся фестивали. Интересно, что в Андорре нет своего аэропорта. И чтобы добраться сюда, необходимо прилететь либо во французскую Тулузу, либо в испанскую Барселону. От этих аэропортов одинаковое расстояние до Андорры, примерно 200 километров. Недалеко от местечка Грау-Ройш находится череда красивых озер. Можно оставить машину на стоянке и подняться пешком. До первого озера вы дойдете всего за полчаса. Это примерно 2 километра. И дальше можно гулять вокруг озер и пробираться к следующим. 2 километра – это не так много, но подъем достаточно крутой для любителей высоких подъемов. То есть озерце небольшое. Первое упоминание об Андорре, как о государственном образовании, приходится на IX век нашего тысячелетия. И отсыл идет к Карлу Великому. Считается, что он основатель Андорры. Но дело в том, что Андорра несколько раз переходила из рук в руки. То ею владели графы Барселоны, то французские короли, то даже церковь. То есть какое-то время она принадлежала епископу Уржельскому. В 1982 году создается первое правительство княжества Андорры, а позже, в 1993 году, принимается Конституция. И постоянно Андорра все-таки находится под защитой и Испании, и Франции. Вся инфраструктура Андорры, практически вся, заточена под зимний горнолыжный период. Здесь открыты подъемники, кафе. Очень мало кафе открыты в летний период, но и летом есть чем заняться. Природа просто потрясающая в Андорре. До этого места, где я сейчас нахожусь, первое озеро, мы дошли за полчаса. Но для тех, кому тяжело подниматься, ходит рейсовый автобус. Раз в 15 минут. Также можно сюда добраться на велосипеде. И здесь, вот в этом месте, как раз открыто кафе. Можно перекусить, попить чай, кофе и идти дальше. Потому что цепочка этих мелких озер продолжается еще довольно далеко. Вот такие вот пасторальные пейзажи с картинок можно встретить везде. Животные здесь ходят и абсолютно не обращают внимания на людей. В местечке Ляк-де-Реписонс, место, которое находится как раз на горе с видом на озеро, можно отобедать простыми бургерами, а можно заказать что-то посерьезнее. Сесть внутри, вас ждет старинная массия с прекрасными видами, либо же насладиться видами на озеро. И обед в этом прекрасном месте, вот так вот, 2 бургера, картошечка, 2 безалкогольных пива, обойдется вам 45 евро. Можно устроить себе гастрономический тур. Кухня смешанная, каталанская и французская, но ее можно с уверенностью назвать горной кухней.
Дома, где раньше останавливались пастухи, очень многие переоборудованы в рестораны, и, соответственно, в меню добавляется то, что ели пастухи. Как правило, это мясная кухня. Если вам не хочется активного времяпрепровождения, вы вполне можете пойти в спа, которое здесь очень развито, пошопиться и посетить культурные мероприятия. А вот и следующее озеро в цепочке озер. Маршрут короткий по километражу, но по высоте достаточно крутой. То есть подниматься приходится высоко, и он подойдет не всем. Хотя идти очень удобно. Недалеко от городочка Эль-Тартер находится ресторан под названием «Монакор». Одна из его специализаций – это мясная кухня. Нам его очень рекомендовали. Посмотрите, пожалуйста, какая здесь удивительная коллекция машинок. Эти машинки на самом деле можно приобрести этажом выше в супермаркете. И рядом находится магазин, где можно бесплатно попробовать колбасу, хамон и вина. Андорра-ла-Вела, столица Андорры, построена в долине небольшой речушки Лавалира и представляет из себя современный мегаполис, разноуровневый, с очень современными дорогами. Сочетание зданий из стекла и бетона с северной архитектурой северных Пиренеев и Северной Испании. Здесь в основном проходит вся культурная оживленная жизнь княжества, и здесь можно хорошо пошопиться. И для сравнения я хочу зайти в парфюмерную сеть «Джулия», которая есть во многих странах, в том числе и в Испании. Хочу сравнить цены, потому что Андорра – это страна мало того, что с очень хорошими и классными налогами, так еще это страна с беспошлиной торговлей. И цены здесь гораздо ниже. Пойду посмотрю. И да, это правда, цены на косметику оказались на 20% дешевле, чем, например, в Барселоне. Симпатичное место, которое могу порекомендовать в столице, называется «Мус». Это магазин шоколада, но здесь можно выбрать себе пирожные и попить чай и кофе, и насладиться тишиной и прохладой после шопинга. Место оформлено очень симпатично, то есть вот можно спокойно посидеть вот в такой обстановке. Быстро пролетели 2 дня в Андорре. Из всего вышеперечисленного я успела сходить на очень хороший хайкинг-маршрут, просто погулять, вкусно покушать и пошопиться. Я думаю, что я приеду сюда еще, потому что оказалось, что не в зимний период очень много что можно поделать и чем заняться в Андорре. С вами была Галя Карен.
Подписывайтесь на мой канал, это мне очень важно. Вы будете получать новую информацию о моих видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока!